Привет, друзья! Фридрих Мерц, он не стал канцлером без прямой победы на выборах с первого раза, его не поддерживают митинги на улицах, его поддерживают фонды. Да, именно так, Фридрих Мерц – первый руководитель Германии, за которым не ХДС, а BlackRock, Deutsche Bank и американский капитал. Он провел десятилетия в мировой финансовой элите, а теперь он у руля самой большой экономики Европы. Что он сможет сделать для нас с вами, будем разбираться. Фридрих Мерц – это не просто политик, это человек, который десятилетия работал на стыке большой политики и огромнейшего капитала. До того, как он вернулся в большую игру как лидер Христианско-демократического союза, а потом стал канцлером, он почти 10 лет был председателем наблюдательного совета BlackRock Germany, подразделения самого мощного инвестиционного фонда на планете. Для справки скажу вам, что BlackRock управляет активами в размере, внимания, более 10 триллионов долларов. Это больше, чем ВВП Германии, Франции и Италии вместе взятых. Когда человек с таким бэкграундом становится канцлером, у любого здравомыслящего возникает вопрос, а чьи интересы он будет защищать в первую очередь? Интересы немецкого избирателя или интересы глобального капитала? Интересно то, что BlackRock – это не просто инвестфонд, это структура, которая имеет доли почти внимания во всех крупных немецких корпорациях, от Bayer и Siemens до Volkswagen и Deutsche Bank. А теперь у них свой человек и в кресле главы правительства Германии. И этот человек умеет слушать. Он знает, как формулировать выгодные решения, как говорить с бизнесом и как игнорировать тех, кто остался за пределами этой элиты. Иногда все очевидно, просто никто не решается сказать это вслух. Сам Фридрих Мерц заявлял, что не видит конфликта интересов, что он больше не связан с BlackRock, но давайте будем честными. В мире, где политические решения принимаются не в парламенте, а за закрытыми дверями, личной связи и лояльность значит гораздо больше формальной должности. Вы сами посмотрите, когда Фридрих Мерц пришел к власти, в его правительстве мгновенно появились люди с прямыми связями к финансовым структурам. А его программа, да это же программа большого бизнеса с прицелом на дерегуляцию, снижение налогов на корпорации и приватизацию остатков госпредприятий. А ведь именно это и лоббирует BlackRock, разве не так? Именно на это делают ставку транснациональные игроки. У меня к вам вопрос. Сколько решений, подписанных канцлером Фридрихом Мерцем, на самом деле были продиктованы не потребностями граждан, а интересами инвесторов? Ответьте мне, Мерц у руля, но руль в чьих руках? Сколько законов пишется по диктовку тех, кто владеет деньгами, но не живет в этой стране? Сегодня Германия получает нового типа канцлера. Не политического лидера, а менеджера, финансового оператора, человека, для которого государство – это не просто структура управления, а граждане – это экономические единицы. Иногда я читаю прессу, и у меня мелькает мысль: канцлер есть, только вот государство уже не наше. Получается, кто платит, тот и заказывает канцлера. Вы согласны с этим? Если Меркель еще играла в социальную стабильность, то Мерц делает ставку на эффективность. Он будет спасать корпорации, но не вас. Он будет выстраивать партнерство с фондовыми биржами, но не с семьями, у которых нет денег на отопление зимой. И вот в этом главный конфликт его власти. Он может быть успешным лидером для финансовых элит. Но сможет ли он оставаться легитимным лидером для народа? Это уже далеко не демократия, это инструкция по управлению массами. С приходом Фридриха Мерца к власти в Германию вернулась не просто другая политика. В страну вернулась старая система, та самая, которую пыталась отодвинуть на второй план эпоха Ангелы Меркель. Теперь снова в центре старая гвардия ХДС. Те, кто формировал связи еще при Гельмуте Коле, те, кто десятилетиями жил в логике договорняков, откатов, кулуарных сделок и личных обязательств. Фамилии не новые, все вы их знаете. Вольфганг Шойбле, Андреас Шойер, Петер Альтмайер, Йенс Шпан. Они уже были у руля, и теперь они или их ближайшие люди снова получают влияние. Эти фигуры связаны между собой десятками лет. Они учились в одних вузах, сидели в одних фондах, занимали кабинеты в соседних зданиях. Их объединяет не идеология, а система. Логику мою сечете? В этот момент важны не избиратели, не мы с вами, а доступ к рычагам и к деньгам. И Фридрих Мерц их человек. Он понятен для бизнес-элиты и лоббистов. Он не разрушает старые схемы, он их возрождает. При нем снова в игру входят структуры, которые потеряли власть при Ангеле Меркель.
партийные кассиры, посредники между бизнесом и правительством, старые консультанты и те же политтехнологи. Возвращаются практики, которые, казались, уже были забыты, когда законы пишутся под заказ, а госденьги распределяются по личным каналам. Вместо обновления – реставрация, вместо новых лиц – те же, кто уже проваливался, только теперь с новыми амбициями. Мерц обещал новый стиль. Но стиль – это просто упаковка, а внутри те же люди, что и раньше, только стали чуть осторожнее, чуть тише, чуть хитрее. Старая гвардия не про ценности, она про влияние, про сохранение контроля, про то, чтобы не допустить появления по-настоящему новых политиков, которые не вписываются в их схемы. И в этом смысле Мерц – это не шаг вперед, это шаг в 90-е. В эпоху, когда еще решалось не голосами, а звонками, когда министры становились не по заслугам, а по нужным связям. И сегодня эта старая система снова у руля. Германия снова управляется как концерн с теми же акционерами, теми же методами и тем же отношением к простым гражданам, как к статистике, как к фону, как к проблеме, которую нужно контролировать, а не слушать. Да, формально Фридрих Мерц – это канцлер Германии. Но посмотрите внимательнее, а кто принимает ключевые решения, кто пишет законы. Посмотрите внимательнее, Мерц пришел не с командой политиков, а с командой управляющих. Многие из них это бывшие топ-менеджеры или юристы крупных компаний. В его окружении это люди, которые прямо или косвенно связаны с такими структурами, как BASF, Bayer, Siemens и немецкое отделение Shell. Я вам как-то уже рассказывал, как эти компании годами формировали рекомендации для правительства. Теперь их люди в самом правительстве. Вот скажи мне, ты знаешь, вот скажите мне, вы знаете, как работают эти рекомендации? Они приходят в министерстве в виде писем, предложений, экспертных заключений. Формально это просто мнение бизнеса, но по факту это прямой диктат, завернутый в деловой стиль. А министры, особенно из Христианско-демократического союза, с радостью соглашаются. Удобно, когда тебе уже написали законопроект, да, остается только его подписать. Министерство экономики давно называют филиалом бизнес-лобби, а в Министерстве финансов решения все чаще ориентированы не на граждан, а на сигналы рынков. Учитываются не реальность зарплаты, не проблемы с жильем, а мнение рейтинговых агентств и финансовых аналитиков. Государство стало реакцией на биржу, а не на улицу. Подобный стиль управления разрушает ту иллюзию демократии. Мерц не принимает решения сам. Он их одобряет после того, как они прошли согласование в деловых кругах. Кто и когда видел в Германии, чтобы закон по энергетике дословно совпадал с предложением энергетических концернов? Сейчас это стало нормой. Именно поэтому реформы при Мерце будут односторонние. Они всегда будут в интересах капитала. Они всегда ударят по обычным людям. Рост налогов, сокращение пособий, реформа медицины и школы – все это всегда в связке с подарками для корпораций. Пока народу затягивают пояса, крупный бизнес получает стимулы, налоговое послабление и новое влияние. Именно это называется технократия, когда страной управляют не те, кого вы выбрали, а те, кого назначили. И сегодня Германия все больше превращается в корпорацию под флагом республики. Сегодня Мерц говорит с народом языком цифр. Он рассказывает о стабильности на макроуровне, о реформах, об инвестициях, о довериях рынков, но при этом игнорирует простой факт. Страна трещит по швам. Внутри общества нарастает разлом между элитами и простыми людьми. Мерц обещает жесткий курс, новую эффективность, порядок. И действительно, порядок он наводит. Только не в интересах граждан, а в интересах тех, кто и так был при деньгах. Теперь бизнес получает налоговые подарки, а крупные банки доступ к льготам и кредитам. Мерц делает ставку не на социальный контракт, а на административное давление. Он не слушает народ, он управляет сверху. И в этой вертикали все меньше обратной связи и все больше контроля. Его стиль – это стиль управляющего в кризисной корпорации. Сократить, оптимизировать, не объяснять. Именно поэтому растут рейтинги альтернативы для Германии с Алис Вайдель. Люди ищут, кому верить, кто не боится сказать «да, система прогнила». И пока Фридрих Мерц говорит про дефицит бюджета, народ говорит о дефиците доверия. Пока он планирует реформы для бизнеса, люди пытаются понять, как дожить до конца месяца. Уровень жизни падает, социальный лифт вообще сломан, молодежь не верит, что сможет себе позволить жилье, пожилые боятся идти к врачу, не по деньгам, средний класс вообще размывается, а элиты живут в совсем другом мире, с другими ценностями, другими паспортами, другими приоритетами. Сегодня Германия смотрит на своего нового канцлера и не узнает его, потому что все больше людей понимают, что это не наш представитель, это представитель чужих интересов.
А может, пора признать, Германия больше не управляется из Берлина, и уж точно не ради нас. Если Мерц не наш канцлер, тогда кто управляет Германией? Согласны? Бомбите в комментариях. Не согласны? Тем более пишите. Только без иллюзий. Если вам понравился мой рассказ, у вас есть 10 секунд поддержать меня подпиской, и спасибо за просмотр.